Доброго времени суток, друзья! На связи Джон Коннор. В этом фильме вы узнаете, зачем диктатор Муссолини откопал Рим и почему у этого города всего лишь 150 лет истории, а не 3000, как нам говорят горе-историки. Италия и Ватикан – это новоделы, созданные, чтобы скрыть великое наследие этрусков и их невероятные технологии. Мы вместе с вами прогуляемся по улицам настоящего допотопного города и подойдем вплотную к разгадке тайны, кто и когда разрушил единую мировую цивилизацию, на остатках которой мы сейчас живем. Увидим, как выглядят города мира, если с них снять многометровый слой грунта, побываем в Колизее, посетим императорский дворец, найдем пирамиду, узнаем, каким ростом и невероятными технологиями обладали древние жители нашего мира, побываем в таинственных подземельях, найдем человеческие останки, а главное, увидим секретные экспонаты, хранящиеся в музеях Ватикана и Рима. Вы готовы встретить Рим, который изменит ваш мир? Поехали! Италия, Рим. Какие ассоциации вызывают у нас эти два слова, друзья? Наверное, что-то древнее, старое, очень важное, культурное, богатое и воинствующее. А знали ли вы, что на самом деле Италия существует с 1861 года, а Рим является столицей и был найден лишь в 1880 году? Так, друзья, Коннор высадился в Италию. Вот уровень реставрации. То, что свыше было настроено аж в целых 2 ряда, то есть 2 этапа. И такие здания встречаются повсюду возле вокзала. Давайте вместе пройдемся по улицам этого города, сравним его с другими, уже изученными нами городами. Дома, строения, колонны, окна, двери, кирпичная кладка, фасады зданий. Все как две капли воды похожи друг на друга. Неудивительно, если взять за фундамент теорию о том, что ранее была одна единая цивилизация. Санта-Мария-Маджоре. Да простят меня итальянцы. Крайне любопытное строение на небольшом возвышении. Подлежит дополнительному изучению однозначно. Сразу отмечу, друзья, что практически каждый второй, если не каждый первый дом старого центра Рима заслуживает отдельного мини-фильма. По крайней мере, более глубокого исследования, это точно. Поэтому, если у вас есть возможность и желание, присоединяйтесь к исследованиям, пишите ваши примечания, дополнения в комментариях к этому фильму. Я же постараюсь дать общую картину. Итак, что мы видим? Засыпанные окна, так называемые полуподвалы и цокольные помещения. В принципе, ими уже не удивить никого. Ведь большинство моих зрителей уже в курсе, что так не строили, это не культурный слой, а под землей находятся полноценные этажи, окна и двери. Вот тоже любопытное наблюдение. Мы идем по улице. Скорее всего, это современное. Ну да, видно, что эти бетонные блоки выложены. Но в любом случае, обратите внимание, что на таком уровне находятся дома. То есть, если бы эту дорогу раскопать, то мы могли бы здесь видеть фундаменты домов. А пока вот мы видим здесь вот такие вот. Ну давай, настраивайся, ходы метрополитена. Что еще раз косвенно доказывает, что подвальные этажи вовсе не являются таковыми, а могут запросто оказаться первыми, а то и пятыми. Посмотрите внимательнее на это строение. Как по-вашему, для чего нужны такие арки? А что если именно так выглядят все раскопанные дома, и вершины этих арок и есть наши полуподвальные помещения? Вообще Рим — это уникальное место, где можно встретить каменные колонны, вмонтированные в кирпично-бетонную стену. Кругом античные развалины. Слева и справа идут раскопки гигантских домов. Полуподвальные, подвальные помещения, раскопанные, закопанные дома, античного стиля здания. Все здесь собрано воедино. Такое ощущение, что ты попадаешь в тот самый город, который только что пережил огромную катастрофу, возможно, войну. Попробуем вместе разобраться. Вот так бывает, гуляешь по Риму, идешь, бац, а тут вот фрески остались, смотришь вниз, кирпичное здание. И уходит метров на, ну если я скажу 8, я не ошибусь, а наверное даже и 10.
И вот смотришь и думаешь, вот не упадет ли мне телефон сейчас сюда? Для начала вкратце разберем официальную историю. Я буду использовать Википедию и другие источники, ссылки на которые оставлю в описании. Что нам нужно знать? Рим – древнейший город мира. Древняя столица, естественно, Древней Римской империи. Ему приписывают более 3000 древних лет. Основателями Рима считаются Ромус и Ремулус. Поправьте, если я не прав. Так, друзья, у нас 5 минут буквально. Значит, история Рима не скрывается. Они откопали его в 1932 году. Ну, плюс-минус. До этого что-то здесь тоже стояло. И до сих пор многое закопано. Значит, они очень грамотно это все охраняют, преподносят, зарабатывают огромное количество денег. В принципе, даже реставрировать ничего не надо. Верно, древность же все-таки. Ну и самое главное, они очень изображают. Обратите внимание, да? Люди, 16 век, и руины уже стоят. Оказывается, Рим был присоединен к свежеиспеченной Италии лишь в конце 19 века. Пик раскопок приходится на начало 20 века, 20-30-е годы, правление диктатора Муссолини. Видимо, этот парень что-то искал и знал, где нужно это искать, для того, чтобы сделать свою историю, историю своей страны, значительно старше. По снимкам, сделанным мною в официальном Римском музее, можно судить, что к концу 19 века Рим уже стоял в руинах и был частично не раскопан по сравнению с тем, как выглядят эти здания сейчас, но уже был обжит, судя по застекленным окнам. Кстати, всеми известный, великий, могучий и страшный Ватикан, оказывается, существует с 1929 года и попросту был найден в том же самом состоянии, что он есть и сейчас, но максимум чуть отреставрирован. Подробнее о Ватикане я расскажу в своем следующем фильме, а также в фильмах «Председателя». Скажу лишь, этот город-страна – обычная крепость-звезда. Но вернемся к официальной истории Рима. Первое, что смущает, это упоминание о каких-то там племенах, живших задолго до основания города, что переводится как «мы точно не знаем, когда был построен этот город». Второе – это чудесные даты. Например, 21 апреля 753 года до нашей эры, друзья. Это 3000 лет. Откуда такая точность? Третье. Описание жизни императоров. Великие правители, их походы и завоевания, любовницы, жены, дети, братья, сестры. Полный комплект Санта-Барбары в любых красках и подробностях. Вы найдете все, друзья. За исключением того, как строились такие гигантские махины, как они обслуживались провиантом и водой. Хотя, скажу честно, по воде есть предположение, некая теория акведуков, но об этом подробнее вам расскажет Олег Павлюченко с канала iSpeak. Ну и, конечно же, на протяжении всей истории нам рассказывают, как били по щам этот город, друзья. Кто ни попадя, гонны, гуты, осготы, вильготы, француз с Наполеоном приходил сюда и был даже императором этого города. Неужели люди, построившие такие дома, были настолько беспомощны в военном плане, что не могли отстоять и защитить свои семьи? Или же в этом городе, как и во многих других странах и городах, примерно в то же самое время произошла одна глобальная катастрофа, которую, к сожалению, не могли предотвратить даже строители этих зданий, повергшая город в руины, засыпавшая огромным слоем грунта, оставившим великие могучие здания стоять в руинах и развалинах, собственно, к которым потом потихонечку и начали возвращаться люди, обживая их шаг за шагом, откапывая их, приписывая им новую историю. Давайте вместе с вами посмотрим, кем могли быть жители, строители того самого древнего мира. Архитектура бесспорно заслуживает внимания и уважения. Это вам не кирпично-бетонно-стеклянные коробки современного 21 мира. Размер строительных материалов, размер блоков, будь то гранит, известняк или камень, в любом случае размер не под руку современного человека. Старые крыши. Вы видите полосы над первыми 2-3 этажами. Это так называемые старые крыши. Первая реставрация после катастрофы. Высшие этажи со временем достраивались, и здание приобретало тот вид, который оно имеет сейчас. Ну и самое главное – двери и окна. Помимо цокольных, уже разобранных нами ранее полуподвальных помещений. Размеры оконных и дверных проемов немного пугают. Ты чувствуешь себя карликом в стране великанов.
Для чего нужны были такие двери? Конечно, есть теории про всадников, заезжающих на территорию дома, про гигантские шляпы, про то, что они выносили мебель днями, но такие двери даже открывать обычному двухметровому человеку крайне неудобно. Посмотрите внимательно, окна в принципе сопоставимы с размером этих дверей. Окна и ступени. Конечно, многие ступени уже были приспособлены под ногу человека, современного человека, но остались и такие шедевры, по которым мы можем судить, кто теоретически мог жить в данных помещениях. Друзья, напишите в комментариях, а в вашем городе где-нибудь встречаются большие ступени? На каждом углу, буквально на каждом углу следы того, что мы ищем по всему миру. Одинаковая кирпичная кладка, огромное количество переделок. Так, друзья, внимание, уровень нашей Земли это примерно 4-5 метров. И вот такие вот руинистические здания. Уникальный город, который дает нам уникальную возможность не просто насладиться культурным наследием, но также взять экскурсию в посткатастрофное время недавних событий. Да-да, вы не ослышались, недавних. Давайте на секундочку пофантазируем, откинув 3000 лет великой истории с императорами, царями, фараонами и их женами. По информации, собранной мной путешествия по всему миру, изложенной в предыдущих моих фильмах, создается впечатление, что где-то в 14-16 веке произошла глобальная катастрофа, оставившая страны и города стоять в руинах. Именно гравюры 16 века показывают, как эти города уже стоят в руинах. Я говорю о Пиранезии и прочих руинистах. Потихоньку эти города стали обживать люди, возвращаясь сюда, используя их и приспосабливая их под свои нужды. Естественно, у выживших уже не было таких высоких технологий, чтобы идеально отстроить эти города и здания, поэтому мы порой и наблюдаем такие нелепые достройки и реставрационные работы из совсем другого материала. Пример того, из чего сделаны дома в центре Рима. Но это похоже на кирпич. Крошится сильно. Раствор ужасный. Так называемая эпоха Ренессанс, эпоха Возрождения, но с хронологическим сдвигом в несколько сотен лет. Далее, примерно к началу 19 века, когда весь мир погружался в хаос, вспомним Наполеона, различные освободительные войны, британские колонии, год без лета. По планете прокатилась вторая волна катастроф, оставившая эти здания без жителей, стоять в руинах, засыпавшие все наши дома на глубину от 3 до 10 метров. И вот, примерно с 1860 года начинается наше время, когда города заново откапываются, заселяются, присваиваются к новоиспеченным странам и происходит дележ современной территории. Собственно, именно тогда пишется и наша с вами современная история. А мы медленно, но верно забываем свое прошлое. Подумайте, друзья, и напишите в комментариях, как глубоко в прошлое вы знаете свою историю, историю своего рода. Уверен, не более 150 лет. Еще один яркий пример. Первые два этажа более ранние, скорее всего 14-15 века. Верхние этажи – поздняя застройка, 18-19 век. А вот еще один немой свидетель высокого технологического уровня прошлой эпохи. Как вы думаете, это рукописный шрифт или же машинная печать? Неподалеку от Колизея. Куда ни копни, везде будет город. Огромный кирпичный город. Колизей. Как утверждает Википедия, от латинского «колисеус» – громадный, колоссальный. Амфитеатр – памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений древнего мира, сохранившихся до наших дней. Да, конечно, невероятно. Это невозможно передать на фотографиях, видео, картинках. Это гигантское сооружение, друзья. Это то, что даже сложно представить. Рядом с монументом ведется строительство новой станции метро. То есть они начали копать метро, и вот эти раскопки приостановили, да, из-за того, что опять... Да, они теперь копают как бы под низом, но вот этот здесь, скорее всего, теперь уже будет какое-то историческое место, будут его потом что-то... Опять продавать и показывать. Да, продавать и показывать. Понятно. На канале моего друга, председателя СНТ, уже был выпущен фильм по Колизею. Ссылочка на него появится в правом верхнем углу. Но мы с вами все же пройдемся по этому объекту и составим собственное мнение. Конечно, трындец.
Здесь тысячи туристов. Посмотри, какая махина. Посмотри, что это. Римская империя палками и рабами строила. Короче, материал будет очень интересный. Чтобы вы понимали, что это вообще абсолютно не наша эра строительства. Вон какие муравьи торчат. Официальная дата основания – 72 год. На строительство же ушло всего 8 лет. Друзья, да даже в наш высокотехнологичный век за такое короткое время Маломайский стадион едва могут построить. Рядом с Колизеем находится еще один интересный объект – Триумфальная арка Константина, построена в честь победы 28 октября 312 года. Но даже не точная дата нам сейчас так важна, а то, что данная арка является позднейшей из сохранившихся римских триумфальных арок и использует элементы декора, снятые с более древних монументов. Все верно, арка не одна, и в непосредственной близости от Колизея еще находится арка Тита, но к ней мы вернемся позже. Здесь же давайте рассмотрим элементы декора. И нам важно даже не то, как они выглядят сейчас, а то, по каким причинам они были сняты с других сооружений. Официальная история предлагает 3 варианта. Первый. Искусство Римской империи IV века нашей эры находилось в состоянии упадка. Навыки, необходимые для создания триумфальной арки, достойно смотревшиеся бы в одном ряду со старыми, были утрачены. Иными словами, вдруг разучились делать. Вторая версия. Создатели монумента были поставлены в узкие временные рамки. Начало работы относится не ранее, чем к 312 году, а завершение к лету 315. Ну то есть просто не успели. И третье. Использование элементов декора времен Трояна, Адриана, Марка Аврелия имело символическое значение. Таким образом, Константин хорошо выделился. На мой же взгляд, это больше похоже на то, что люди собрали эту арку из тех элементов, которые валялись у них под ногами. Просто идеальный бизнес. То есть откапываешь древность, ставишь ограждение, немного легенд, императоров Неронов, прочих исторических личностей. И собираешь деньги за то, что приходит огромное количество туристов со всего мира посмотреть на великую, могучую Римскую империю. Ё-моё, муравьи в стране великанов. Значит, смотрите, друзья, такой первый большой косяк. Мы заходим в Колизей. И сразу что мы видим? Обратите внимание. Первый вопрос. А где арена? Нету никакого пола. Абсолютно никакого. Увеличения таз. И гиды, которые здесь работают, рассказывают следующую историю, что пол был уничтожен в каком веке? В 19 веке. В середине, там, 1800, допустим, 50-й год. И никто арену не видел. Есть лишь реконструкция этой арены, которая показывает, каким образом здесь проходили сражения. Без этой арены, без этого пола, Колизей абсолютно не подходит на стадионное здание, где вообще проходили какие-либо сражения. Вот так. А здесь мы видим, как идет строительство новой арены, и, возможно, лет через 30 уже никто не будет задавать неудобных вопросов. Кстати, друзья, открою небольшой секрет. В скором времени на канале «Разгадки истории» выйдет новый фильм, посвященный Колизею, по моим материалам, где мы вместе с Евгением выдвинем абсолютно новую технологическую теорию назначения этого строения. Так вот, я только что поинтересовался у гида, для чего были сделаны вот эти вот арки. Вот эти, они везде идут, друзья. Вот тут у нас разрез, можно посмотреть. Она утверждает, что такая конструкция позволяет этому зданию быть более устойчивым. Кто у нас связан со стройкой, товарищи? Давайте присоединяйтесь. Имеет ли там место быть, или это чушь полная? Потому что изначально, смотрите, достроить вот такую арку, а потом закладывать ее кирпичом, ну, немножко неразумно, мне кажется. Хотя я могу ошибаться. Так, друзья, значит, 3 типа кладки. Мегалитическая, белая, кирпичная наша любимая, ну и, допустим, просто большие блоки. И это все вперемешку. Плюс еще построенные арки и заделанные. Ну и вот так вот выглядит Колизей. Вот там уже, соответственно, современная штукатурка будет накладываться.
Пилить они его не будут. Здесь деньги делают большие. Интересная находка. Обратите внимание, что на всей этой стене нету никаких стыков локов. Ни одного. Вот я только что этого заметил. Вот первый пошел, да? До этого на всю длину это мел, чтобы вы понимали, что это не стык. И это не стык. Вообще нету стыков. И это трещина. То есть, друзья, еще раз, с самого основания медленно поднимаетесь вверх. Вот, возможно, вот там начинается стык. Вообще, друзья, вот эти отверстия очень похожи на отверстия, которые я видел у здания Рейхстага, у здания музея в Берлине. Но только они были значительно меньше, были отверстия от пуль Второй мировой войны. А давайте предположим, что могло здесь случиться, как говорит мой гид, подключим свою фантазию, чтобы увидеть яркие краски того, как это было раскрашено. Так вот, представьте, что это просто осколочные ранения этого здания от взрыва, либо же от прямого обстрела. Но все здание, реально все покрыто такими странными, на мой взгляд, необъяснимыми по-другому отверстиями. Официалы говорят, что именно так крепилась мраморная облицовка к стенам, но на мой непрофессиональный взгляд, это уж слишком варварское решение для такого колоссального строения. А вы что думаете, друзья? Пишите ваши мысли в комментариях. В целом, на этом можно было бы закончить данный фильм, чтобы не перегружать ваше сознание. Хотя материала было отснято столько, что даже если я поделюсь им со всеми коллегами-исследователями, мне с запасом останется фильма на 3-4. Поэтому мне очень важно ваше мнение. Друзья, пожалуйста, сейчас напишите в комментариях, 30-минутный формат не утомляет вас? Может, имеет смысл сократить до 20 или 10 минут? Ну а мы, после небольшой паузы, пожалуй, еще немного продолжим. Палатин. Центральный из 7 главных холмов Рима, высотой всего 40 метров, одно из самых древнезаселенных мест в Риме. Именно здесь, по преданию, были вскормлены волчицей и воспитаны Фаустолом Ромул и Рем, основатели города. Первое, что бросается в глаза, это сеть акведуков и хранилищ воды, созданные в 40-х годах нашей эры. Так, друзья, здесь у нас древние акведуки. Конечно, странная идея, согласитесь, да, воздвигать такие махины для того, чтобы перегнать воду из одного конца города в другой. Именуется он Аква Клаудия. Первая странность – это огромные разбросанные каменные глыбы вокруг. Вторая – это объем работ. Глядя на эти сложные геометрические строения, вовсе не верится, что их создавали люди без помощи современных технологических машин. А ведь официальная история относит строительство к 1938 году и дает на всю постройку всего-навсего 10 лет. Потом долгая история, как это все забросили, заново восстановили и использовали только для подачи воды. Канал по большей части проходил под землей. Последние 13 километров в направлении города – это надземные конструкции. Итак, на табличках указано, что все это создавалось для подачи, транспортировки воды. Даже для полива садовых культур, назовем это так, террас и так далее. Вы только посмотрите, объем работ какой эти парни запросто умудрялись сделать просто для того, чтобы доставить воду. Это не просто кирпичи, ребята, это проектировка, это заводы, это возможность их технологическое решение о том, как это все сделать в масштабе массового производства. Олег, эти съемки для тебя. Ты, кажется, просил заснять акведуки. Метров 30 высотой. Как вы уже поняли, разбор акведуков оставим каналу iSpeak, а сами продолжим. Здесь находится еще огромное количество строений, дворцы, террасы, дома легендарных людей, сады. Все естественно окутано мифологией. А самое главное,
Как всегда и везде встречаются арочные полуподвальные своды, иногда торчащие из-под земли, иногда лишь маленьким углом напоминающие о том, что под большим количеством земли находится еще много пространства. Hall of the Capitals был откопан в 1866 году. Ну вот зал of the Capitals, столицы называется. Мы пришли под закрытие. Очень интересный потолок. Ну и вообще, если честно, гуляешь по этому городу, люди восхищаются, красота, история, богатая. А у меня ощущение скорби, я не знаю, того, сколько здесь людей погибло от всего того, что мы с вами видим, ребят. Добро пожаловать в другой мир. Мир другой реальности. Такое количество руин я еще нигде не встречал. В одном месте. А это, друзья, Палатинский стадион. Размером 160 на 48 метров. Использовался как ипподром и был украшен мраморными колоннами и статуями. Не то, что в наше время стадионы строят. Естественно, вся эта конструкция была сильно завязана с акведуками. Именно здесь находились резервуары воды, а также красивые фонтаны. Интересно, а как они справлялись с вопросом давления воды? Помимо развлекательных конструкций, здесь находились элитные виллы знатных людей, Домус Агустус и Домус Флавиус. Определить их хозяина помогли надписи, едва сохранившиеся на табличках. А это просто валяется в парке, друзья. Вы посмотрите, какой мрамор, какая работа. Смотрите, какая полировка. Обалдеть, да? Ну а для тех, кто думает, что это облицовка или бетон, я не знаю, ну вот как это сделано. И это часть колонны, вот постамент для нее. Это просто в парке. Мы очень далеки от этой цивилизации, как ни крути. Несмотря ни на что, эти руины так гармонично сочетаются с окружающей природой и пением птиц, что даже я, нагулявшись весь день, решил немного отдохнуть и переварить весь тот взрыв мозга, полученный мною. Ну, конечно же, у всего есть и весьма научное объяснение. Ну, допустим, пару тысяч лет назад жили люди с буйной фантазией, весьма хорошим вкусом и огромным количеством рабов. Не было компьютерных игр, им было нечем заняться, они десятилетиями строили себе дворцы, выстраивали мозаики, продумывали хитрейшим способом подачу воды и жили припеваючи, отбиваясь от разных готтов столетиями. Но учитывая того, что все это было найдено в конце 19 века, мне лично как-то слабо в это верится. Мне кажется, перед нами город, не так давно переживший катастрофу, которому повезло. Его решили чуть поглубже откопать и, предоставив статус архитектурного наследия, оставить в нетронутом виде. И я думаю, если копнуть глубже в другие города Европы, а лучше города России-матушки, то таких древних Римов станет значительно больше. Вы только представьте себе, какую нишу можно открыть в нашей стране при создании аналогичных памятников. А ведь это рабочие места, зарплата, целый туристический бизнес. Так что присоединяйтесь, откопаем этот мир вместе. И если у вас есть годный видеоматериал, присылайте его мне. Буду рад разместить его на канале. И вот в саду роз мы встречаем, кто бы мог подумать, ванну. Отверстие для слива. Причем, друзья, ну, это, конечно, бутафория, но... А как вообще такую ванну сделать? Легко или не очень? Ну и, наконец, императорский дворец. Ладно, понятно, начало века, красота, но тут историки совсем совесть потеряли. Оказывается, слово «palace» происходит именно от слова «палатин», того места, где находился первый дворец. И по своей красоте и богатству рядом с ним меркли даже египетские пирамиды. И вот мы императорский сад изучаем. Собственно, колонны, разбитые кирпичные строения, музей, даже музей, но мы, наверное, вряд ли в него попадем, уже закрыто. А вот здесь, друзья, обратите внимание, 6 метров под землей. Ну, то есть к тому, что если Рим и откапывали, то явно не полностью. Какой размах, друзья, какая история для города, которому всего лишь 150 лет. Как откопали его в современном мире. Масштабы, конечно, невероятны, друзья.
То есть здесь, я не знаю, и за сотни фильмов, наверное, не разобрать все эти здания. Вы только представьте, что здесь могло стоять на таких колоннах, а? Вот остатки валяются. Это Рим. Такое может быть в каждом городе. Вот с этими звонками такое ощущение, как будто мы на оккупированной территории, нас уже по капсулам распределяют. Давайте чуть быстренько посмотрим, из чего оно сделано. Что за монументы на ней установлены. Если верить ортодоксальной истории, римляне основали множество крупных городов и поселений с развитой инфраструктурой и единым архитектурным стилем. Покрыли Западную Европу сетью удобных и качественных дорог, которые даже сейчас используют как основу для прокладки современных. Еще они построили множество вилл, акведуков, фортификационных сооружений, храмов, форумов и театров. Среди многочисленных развалин древних сооружений есть даже такие мегалитические, как Баальбек, но нет доказательств того, что их построили именно римляне и именно во времена империи. Мало того, нет и серьезных документальных доказательств того, что в течение 500 лет была такая империя, которая сейчас называется Римской. В описании к данному фильму я оставлю любопытную статью с картами античной Европы, где нет ни Восточной, ни Западной Римской империи, а большую часть на ней занимает Скифия и Сарматия. Капитолийская волчица оказалась средневековой подделкой. В 2008 году группа исследователей из университета Салерно подтвердила, что волчица, символ Рима, была создана в 13 веке нашей эры, а не в 5 до нашей, как это было принято считать до сих пор. Друзья, для сравнения, рост девушки 1,70 м. Размер дверей, по самым скромным предположениям, 6-7 метров. И дальше идут обычные жилые этажи. Что это за задумки автора? Ну и самое главное, чтобы хоть как-то, пусть и не очень внятно объяснить аномально быстрое развитие так называемой Римской империи, историки считают предичи Рима загадочных этрусков. Этот народ якобы еще в 8 веке до нашей эры появился в Италии и создал там замечательную культуру. Намеренно не обращается внимания на то, что само имя Этруски намекает на принадлежность к определенному этносу. Но это, мои друзья, уже совсем другая история. Друзья, если вам понравился данный фильм, интересна наша и мировая история, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить обновления. А самое главное, посмотрите плейлист «Познай мир вокруг себя», где каждый фильм – это отдельно взятое приключение, исследование новой страны и нового города. И помните, ваш голос, ваше мнение очень важно, ведь только вместе мы сможем раскопать этот мир. Удачи! Увидимся в будущем.